Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Сегодня я хочу рассказать о людях, которые научили меня готовить. Помимо моих родителей, помимо моих родных, были люди, которые не являлись нам родственниками, но научили меня при этом очень многому. Например, Тамара Яковлевна Едгарова. Она научила меня готовить, может быть, с десяток блюд. Но каждое из них такое, что просто пальчики оближешь, и они стали любимыми блюдами нашей семьи. Сегодня я хочу приготовить блюдо, которое называется оши афгани. Впрочем, ничего афганского в этом блюде нету, потому что Тамара Яковлевна Едгарова была бухарской еврейкой. И блюдо это типично бухарско-еврейское. Почему оно называется оши афгани и как это блюдо перекочевало из Афганистана до Узбекистана, либо в Таджикистан, я не знаю. Лучше давайте поговорим о сути этого блюда. Во-первых, надо уметь ходить на базар. И надо уметь выбирать кур. Надо уметь выбрать курочку, которая... Посмотрите, снаружи-то она скромно выглядит. Синенькая вся такая. Но вы только загляните внутрь этой курицы. Вы только посмотрите, какие здесь залежи роскошного желтого жира. Вы посмотрите, какие запчасти внутри этой курочки. Все просто замечательное. Все очень вкусное. Очень полезное. Я отделил крылышки. Отделил шейку, отделяю куриные ножки от бедрышек. Вот и грудка у меня в руках. Скромных, отнюдь не бройлерных размеров, но зато очень вкусная. Понимаете, это же настоящая курица. Это не бройлерный цыпленок. Поэтому готовить ее надо часа 2, а может быть 3. Но по сегодняшнему рецепту курицу надо готовить до тех пор, пока мясо не отделится от косточек, пока каждая из косточек не выйдет из казана. Вам интересно узнать, как это произойдет? Ну, тогда смотрите внимательно. Казан будет стоять вот там, а вот здесь стоит невысокая кастрюля, в которой и будет вариться на первом этапе наша курочка. А большая кастрюля мне не нужна. Мне не нужно много бульона. Мне необходимо, чтобы курочка слегка размягчилась, и чтобы у меня получилось, совсем немного бульона. От силы литр, либо 1,5. Вот здесь 2 литра воды. Примерно пол-литра выкипит, либо уйдет вместе с пеной. Так что останется ровно литр бульона. В принципе, на курицу в 1,5 килограмма уйдет не меньше, чем ложка соли. Но пока что достаточно половины ложки соли для того, чтобы пена как можно скорее отошла. Совсем чуть-чуть осталось снять пены, и можно вынимать грудку. А как же быть с остальными частями курицы? Оставляем, потому что грудка готовится быстрее всего. И если ее переготовить, то она получается довольно сухой. Так что пусть остальные части курицы варятся, а мы пойдем к нашему любимому казану. Должен вам сказать, не ради рекламы, просто поделиться информацией, что на газовой плите алюминиевый казан работает намного лучше, чем любой чугунный. Ну а куриный жир выбрасывать ни в коем случае нельзя. Его необходимо вытопить. Он придаст неповторимый аромат самому блюду. Блюдо само из курицы, значит, ничто не раскроет аромат курицы лучше, чем сам куриный жир. Но этого жира явно недостаточно для блюда, которое мы сегодня готовим. Здесь у нас целая курица, почти что килограмм наполовину приготовленного гороха. Здесь у нас 600-700 грамм моркови, 600-700 грамм лука. Конечно, надо добавить еще и масло, чтобы совокупно вот масла и жира в казане было хотя бы граммов 150. Получится очень ароматно и вкусно. Шкварочки из казана можно убрать. Ни к чему они там. У нас будет что покушать. Масло разогрелось хорошо. Пора добавлять лук. Не волнуйтесь, что в этом блюде так много лука. Лук практически весь растает, он превратится в соус. И курятина. Курятина тоже почти что вся растает. Я достаю из кастрюли бедрышки. Бедрышки отправляем к луку. В принципе, неважно, можно было бы отварить курицу целиком. И всю курицу целиком опустить в казан и готовить. Тоже получится еда.
Но я беру пример с моей учительницы, с Тамары Яковлевны. Она всегда рассказывала, как сделать максимально вкусно. Она всегда рассказывала все секреты. То же самое я с вами делюсь. Мои рецепты от этого не становятся сложнее. От этого вы, теперь уже поколение моих учеников, приобретаете больше кулинарных знаний. Морковку было необходимо порезать кубиками. Можно было порезать чуть крупнее. Тоже получилось бы очень вкусно. Но чем мельче порезана морковь, тем больше своего вкуса она выделит в готовое блюдо. Обратите внимание, что я не уменьшаю огонь. Нагрев под казаном максимальный. И так практически до конца приготовления этого блюда. Достаем верхнюю часть крылышек, достаем барабанные палочки. Все это тоже можно опускать в казан. А вы понимаете принцип, по которому я достаю из кастрюли отдельные части курицы и опускаю их в казан? Те, которые готовы раньше, я опускаю раньше. Те, которые должны повариться дольше, чтобы получше развариться, они сами по себе пожестче, остаются там, в бульоне. Перемешиваем и контролируем процесс. Если только где-то либо курятина, либо морковка начинает прижариваться, начинает краснеть, делаем вот что. Берем половник бульона из кастрюли и переливаем его в казан. У нас уйдет весь бульон, у нас ни грамма бульона не останется. Весь бульон перейдет в казан. И весь бульон, практически весь бульон, выпарится. Выпарится, и его вкус осядет на моркови, на луке и даже вот на этом горохе. Вы не представляете себе, каким вкусным получается горох в аши-афгани. Тамара Яковлевна учила меня. Горох всегда замачивай на ночь. Если горох сухой, прошлогодний, можно добавить щепотку соды. Но потом, перед тем, как его отваривать, обязательно надо хорошо промыть, чтобы ни следа соды не осталось. И наоборот, если горох молодой, мягкий, то его можно предварительно не отваривать. Сразу отпустить в казан. Он приготовится в парах вот этого бульона, который постоянно надо подливать. Испарился, наливай свежий. Я думаю, что все части курицы можно уже переложить в казан, а бульон пускай стоит здесь, там, где он нужнее всего, возле казана. Еще раз, как только вы услышали по звуку, как только вы почувствовали обонянием, что в казане перестало тушиться и начало жариться, немедленно добавляйте половник бульона. В принципе, это все. В принципе, это весь рецепт. Теперь вот так надо стоять возле казана и каждые 5-10 минут помешивать, каждые 10-15 минут добавлять по половничку бульона. Будет готово через пару часов. Но очень важно правильно посолить и приправить будущее блюдо. Вот этим мы сейчас и займемся. Вы помните, сколько соли я клал в бульон? Вся эта соль окажется здесь в казане. Но это было всего лишь навсего половина столовой ложки. Недостаточно. Я думаю, что я положу еще столовую ложку, а потом попробую, а потом проверю, как оно получается. Недостаточно? Досыпать всегда можно. Вот убрать соль из готового блюда не получится ни у кого. Чуть-чуть черного перца для аппетита. Немного красного, среднежгучего перца хлопьями. Этот для характера, для жгучести. О, острое и жирное разжигает аппетит, но острое помогает переваривать жирное. А куркума необходима потому, что в этом блюде довольно много лука. Немножко куркумы, буквально четверть чайной ложки. И все перемешать. В общем, самая главная сложность этого блюда состоит в том, что его беспрестанно надо помешивать. Помешивать, доливать бульон и еще раз помешивать. До тех пор, пока из кусочков курицы не начнут выходить косточки. Посмотрите, берешь крылышко или ножку, а мясо с него раз и отпало. Косточку, разумеется, в сторонку. И вот так постепенно надо выбрать все косточки из будущего блюда. Впрочем, что я говорю будущего? Блюдо у нас практически готово. Да, мясо распалось по волокнам. Да, морковь и горох образовали такую хорошую, уверенную кашу. Это и есть
тот самый Ашеф Гани, которым я восхищался в молодости, который я очень люблю сейчас, который очень любят мои дети и внуки. И вам советую, попробуйте приготовить, несмотря на то, что это блюдо очень похоже на кашу. Вот когда подадите на стол, когда ваши родные и близкие попробуют, и когда вы увидите, как оно стремительно кончается, тогда вы оцените те уроки кулинарии, которые мне в свое время преподнесла Тамара Яковлевна. Знаете, как она умела накрывать на стол, как она понимала, что подать вперед, что подать потом. У нее иногда бывало так, что бульон подавался в виде последнего блюда. Можете себе такого представить? Другие люди в это время чай подают, а она подает горячий бульон. Говорит, выпей, чтобы тебе хорошо было. А вы знаете, как она приглашала в гости? Она никогда не спрашивала, можешь ли ты прийти, хочешь ли ты прийти, есть ли у тебя свободное время. Она говорила мне, Сталик, я хочу, чтобы ты пришел такого-то числа и назначала точное время. И попробуй прийти позже. Тебе же самому стыдно будет, когда ты увидишь стол, который просто ломится от угощения, где чего только нет, каких только заготовок. Когда она все это успевала, как она могла приготовить одна обед из 5-6 горячих блюд, из которых это было моей любимой закуской всего лишь навсего, я не знаю. Однажды Тамара Яковлевна приготовила очередной свой субботний обед, накрыла на стол, всех покормила. А после обеда, когда всех накормила, когда перемыла посуду, пошла и прилегла отдохнуть. Но дело ее живет. Я люблю готовить точно так же, как Тамара Яковлевна. Я люблю готовить по ее рецептам. И хочу еще раз поблагодарить ее за те уроки, которые она мне преподнесла. А вам всем пожелать больших кулинарных успехов и, конечно же, как всегда, приятного вам аппетита!